Варам, скажи моим зрителям, I'm fat or... No, my darling. Oh my God. I'm not say like this. No, you like little. Of course, you beautiful. Вот, все. Oh my God. All people what they write. My God. Very. Окей, все, видите, Of course, you Варам very сказал, что in the world. у меня лучшая жена, она не толстая, красивая. Best in the world. Не будем I'm продолжать. very lucky man. Да, говорит, я очень... Really, я I'm not joking. Окей. Потому что я тоже иногда, знаете, что-то скажу, не подумав. И в итоге, вот видите, раздули из этого такую историю. По-моему, там около 2000 комментариев. Всем привет, друзья! Вы на канале «Замуж в Индию». И сегодня, я думаю, что вы догадались, мы не просто так нарядились вместе с Насимом, потому что сегодня мы будем готовить. Готовить будем что-то очень-очень вкусное. Я даже вот не побоюсь сказать, мое любимое на сегодняшний день блюдо. Называется это блюдо как, Насим? Fish curry rice. Fish curry rice, рыбное карри с рисом. Ну, вот это вот добавил Насим рис, он перед тем, как я снимала видео, говорит, обязательно скажи с рисом, потому что именно вот это fish curry подается именно с рисом. В общем, меня попросили, я сказала. Все, прежде чем приступить к приготовлению этого вкуснейшего блюда, пойдемте вместе с Насимом и Артуром на рынок, купим все необходимое. Так, идем на рынок, друзья, вместе с Насимом. Сейчас у нас будет контрольная закупка. Насим купит все, чего не хватает для приготовления этого блюда. Самое главное, рыба это у нас есть. Собственно, из-за того, что рыба у нас есть, и пришла идея сегодня приготовить именно фиш-карри. Чтобы добраться до маркета, до рынка, приходится переходить через железнодорожные пути. Сегодня выходной, сегодня мы в школу не пошли. Там какой-то религиозный праздник, я даже не знаю какой, потому что их очень много в Индии. Вот это вот, конечно, большой плюс для детей. Нагрузка большая, но благодаря этим праздникам часто бывают выходные. Что это такое, Насим? Кудина? А, это, наверное, мята. А ну дай я понюхаю. Да, класс. Видите, на хинди кудина. Так, и вот обращаю ваше внимание, как они сушат белье свое вот так вот возле стены. Конечно, может соприкасаться с этой стеной не очень чистой. А, говорит, Артур узнал футболку своей одноклассницы. Там мы мимо Артура одноклассницы проходим. Я говорю, у нас, слава богу, есть возможность сушить белье сверху на чердаке, но там тоже есть свои проблемы. Это обезьяны, я вам рассказывала, когда-то было. Несколько раз были такие случаи, что обезьяны, что на них находило, я не знаю, но они срывали наше постиранное белье и что-то с ним творили. А это вот Насим обращает внимание на, не знаю, ну, в общем, короче, местечко, где алкоголики проводят свое свободное время. Там продается очень дешевый алкоголь, очень дешевый и, ну, как здесь индийцы говорят, опасный для здоровья. Но алкоголикам на это наплевать, они о своем здоровье думают меньше всего. А Насим, кстати, Насим, do you like some beer, some whiskey? No, говорит, no, говорит, никакого алкоголя он не употребляет. Но это правда. Единственное, что, ну, курит. Only water, говорит, только воду пью and milk. Ой, боже, я, по-моему, наступила. Ой, надо здесь поаккуратнее, ребята. Да, вот когда сидишь, снимаешь видео, так вот мне нравится иногда, да, вот с вами идти и общаться. Такие вот спонтанные видео, мне кажется, и для вас тоже интересно. Но такие моменты я забываюсь и не слежу. Вот только что наступила во что-то мягкое и дурно пахнущие. Так, ладно, вот мы и дошли до рынка. Сейчас будем покупать. Hi, Бавин. Бавин сегодня с котиком. Very nice cat. Так, дальше, ладно, нам некогда. Насим. Насим, подожди.
Всё, подошли к нашему good morning, к нашему любимому продавцу. Мы всегда совершаем покупки именно у него. Насим уже, видите, по-хозяйски. Тот продавец даже с места не шелохнулся. Насим все знает, где что лежит, где что брать. Чихает, кстати, этот мужчина. Сейчас что-то все болеют. Мы, кстати, тоже сегодня вообще планировали, как выходной, хотели как-то интересно провести время. Парам хотел реабилитироваться, повезти нас с Артуром на waterpark. Ну, короче, парк с водными аттракционами. Но у меня горло побаливает, насморк, поэтому отложили до лучших времен. Ну, давайте так еще между делом посмотрим, что у нас. Смотрите, виноград. Но сейчас как бы не сезон такой паршивенький. Манго сейчас, вот, видите, и такой манго, и такой, разные сорта. Но у нас есть. У нас уже, честно говоря, мне уже даже не лезет. Я уже кексы пеку из манго, там, ласи делаем. Поначалу так хотелось их. Они дорого так стоили поначалу, как только сезон начинается. А сейчас уже и подешевели, и... Кстати, повкуснели. Кариватта. Coconut, Maria. Coconut. То бас? Баш, बाकी सब है. Так, вы видели, Насим купил зелень, карри-патта, листья карри, кокос и, господи, я не могу, мне страшно, и еще какую-то зелень. В общем, кокос, я не знаю, друзья, тоже хочется, чтобы вы не просто так смотрели рецепт, а действительно повторили его у себя дома. Ну, я надеюсь, что кокосы тоже сейчас купить не проблема. Так, а что тут? Ага, тут, смотрите, наш знакомый Насим подошел, Артура угостил печеньем. Ты сказал спасибо? Welcome. Так, ну все, идем дальше. Я не знаю, зачем Насим туда подошел, что-то купил или просто поздоровался. Thank you. Вот, все, идем. Бавин, сколько твой кот стоит? Давай купим, Артур, приготовим. О, maybe cat curry. Мы сегодня хотим готовить фиш карри, но можно и cat curry приготовить, а? Бавин завел котов, чтобы они мышей гоняли. И действительно гоняют. Ну, у них же что-то крупы разные продаются. У Бавина Насим покупает сушеные, ну, сухофрукты. А вот смотрите, тем временем папа Бавина купил ящик манго. 24 вот таких вот, смотрите, манго, 600 рупий. Ну, намного дешевле, чем было в начале. Наверное, в 3 раза цена упала. Но уже не лезет манго. Уже, честно говоря, знаете, так уже ем. И думаю о том, что ну, надо есть, потому что через месяц их уже не будет. Надо запасаться витаминами до следующего года. Так, и отсюда Артур уходит с подарком. Там печеньком угостили, здесь веревку подарили. Как классно в Индии. Ну все, идем, что-то мы здесь застряли с Бавином. Не хочется с ним расставаться. Ни мне, ни Насиму, ни Артуру. Обратно решили пойти по главной дороге. И вот я вам еще хочу показать фонтан. Смотрите, какой у нас красивый фонтан. Женщина такая кричит: эй, Артур, Артур, аккуратно, тут лошади. В общем, заботливые такие, особенно пожилые люди. Да, она моя, тоже героиня моя. Я с ней видео снимала. Женщина, которая собирала дрова в лесу, мы с ней ходили. Насим, take please, Артур, hand. Да мало ли. Вот я вам просто покажу сейчас. Вот вы видите на дороге рикши, кони, люди. Ну, то есть небезопасно, особенно для ребенка, который идет и ворон считает. Поэтому лучше пусть идет за руку. Так, вот эта женщина так любит сниматься, но она явно вот пошла сейчас, она там с подружками стояла, общалась возле фонтана, увидела меня, окликнула, поздоровалась и попрощалась сразу с подружками. Идет, видите, идет рядом с Артуром, Насимом, потому что видит, что я их снимаю. Так, что тут у нас? Артур, разберись. Ну, наверное,
систему канализации или что-то еще. Ага, да. Хорошо. Thank you. Не думают, так этот мужчина, который второй, ну, видно, начальник, говорит, а ну подожди, хочет что-то снять, покажи, что мы там делаем. Чудные иногда такие они. Вот поэтому ребята и на велосипедах не разрешают ездить по главной дороге, потому что это может мешать движению лошадей и рикш. Аккуратно, нельзя сзади коня стоять, Артур. Вот, ну и Артур как-то с папой катался недавно, но мы иногда нарушаем правила. Полицейский так строго говорит, что это последнее предупреждение. Говорит, будете в полицейском участке писать там, я не знаю, объяснительную и платить штраф. Катайтесь только у себя во дворе, ну, в общем, рядом с домом. Ого, смотрите, как готовимся к съемке. Генеральная уборка. Халим как все тщательно убирает здесь. Так, ну что, Насим, приступим? Приступим. Знаете, ребята, мне аж самой интересно, как готовят это божественное карри. Ну, на самом деле, очень много разных карри. Карри это, ну, скажем так, жидкий соус. Именно вот фиш-карри, я вот когда говорю, у меня аж начинается слюноотделение. Но настолько это вкусное. Первый раз я попробовала в Гоа. Я думаю, что вот сейчас те, кто любят Гоа, обязательно должны приготовить это блюдо и почувствовать вкус Гоа. Божественное блюдо. Так, значит, что Насим у нас подготавливает? Чеснок чистит и кокос, видите, порезал долечками. Да, еще надо заметить, что рецепты отличаются. В разных частях Индии даже по-разному готовят фиш-карри. Не везде добавляют кокос. Мне сейчас Насим сказал, что в его штате, в штате Юпи, они тоже готовят фиш-карри, но вместо кокоса там они добавляют помидоры. Так, не успеваю бегать за Насимом, значит, сейчас он будет в блендере измельчать кокос. Ага. Насим, не надо, пожалуйста, не надо много добавлять. Просто Артур, no, this is too much, please. Насим аж обижается. Он когда готовит, он считает, что, он считает, что это неправильно будет приготовлено блюдо, если он не положит острый перец. Я не послушался, он положил эти перцы, а меня просто... This chili, too much chili. No, not too much. Many people before many you eat. В общем, Парам говорит, что там немного. Ну, посмотрим. Ну, потом, если Артур есть не будет, тогда... Хорошо, все. For me, no problem. Для меня, я говорю, это не проблема. А вот то, что Артур может не есть. Я сейчас схватила кусок кокоса, жую, и думаю, а вы уж можете купить кокосовое молоко. Если проблема у вас купить кокос, то кокосовое молоко 100% продается. В разных таких магазинчиках вегетарианских. 100%. Так что не волнуйтесь, все вы приготовите. Да, и Насим еще по мере необходимости подливает воду. Жидкое должно получиться. Специю гарам масала. Можно гарам масала, можно карри, в общем, специю. Ну-ка, видите, у нас специально для специй вот такая вот емкость. Значит, смотрите, какие специи он добавляет туда. Куркуму, красный перец. Парам вообще не хотел сниматься. Сейчас я вам расскажу. Да, у нас вот сегодня будет кингфиш. Это как скумбрия переросток. Ну, любую, я почитала специально в интернете, и в Гоа тоже мы, когда покупали, ели фиш-карри, они используют абсолютно разную рыбу. Какую хочешь. Ну, то есть можно обсудить это, могут вам приготовить на свое усмотрение ту рыбу, которая у них вообще в принципе есть. Так, смотрите, у нас тоже котики. Котики соседские ходят, заглядывают. Почуял, наверное, да? Почуял рыбку. Что Парам не хотел, говорит, я вообще не буду сниматься в твоих видео, потому что он почитал комментарий к предыдущему видео. Видео у меня было о том, что Парам стесняется моей внешности.
действительно столько много всего написали. Ну, я, может быть, действительно перегнула палку. Пора мне говорить, такого не имел в виду, что я, говорит, я тебя не стесняюсь. Он мне говорит, Наташа, ты у меня красавица, ты у меня самая красивая. Ну, просто когда-то он такой, типа, ну, он мне говорит, что я так тебе сказал, просто, вот, действительно, там ты поправилась. Но так, чтобы стесняться, тебя такого, говорит, ни в коем случае, говорит. Зачем ты вот это вот сказала в видео? То есть у нас, ну, можно сказать, даже такой скандал был. Говорит, зачем ты это сказала? И мне, говорит, на меня, как говорится, вылили ушат грязи. Столько в комментариях было о том, что он некрасивый, что он по сравнению со мной вообще там, ну, то есть, ну, действительно, вот это вот было первое, наверное, видео, где на комментарии я даже не стала отвечать. Ну, не стала отвечать, потому что я, ну, не могла читать это все. Столько всего было на Парама. Ну, все-таки это же мой муж, я его выбрала и в том числе за его внешность тоже. Конечно, внешность не главное, но внешность мне его тоже нравится, меня устраивает. Значит, заболталась я, в общем, Насим налил подсолнечное масло, потом туда чеснок, вот эти вот все специи, ну и вот это вот то, что в блендере кокос, тоже там с чесноком и зеленью. И все вот это вот соединил сейчас. Удивляйте, ребята, готовьте вот такие вот интересные блюда и удивляйте своих родственников. О, вот это, да. Но это не имли, можно имли, но имли, наверное, вы тоже не знаете, что такое. Ну, что-то, в общем, кислые какие-то сухофрукты, да, вот даже если у вас есть какие-то кислючие сухофрукты, вот их надо добавить. О, Very tasty. да. Парам в восторге. Здесь, как они пробуют. Very, very tasty. अच्छा है. Ача. उसमें क्या क्या डाला था? Еще, видите, попробовал, решил, что соли надо добавить. Ну вот, по поводу внешности, вот самый такой большой недостаток у Парама — это живот. И я ему, кстати, об этом постоянно говорю, то есть, может быть, он мне действительно и в отместку так сказал. Так, что там такое? Артур что-то обиделся на Насима у нас. Все, Артур, давай миритесь, на обиженных воду носят. Миритесь. Насим тебя любит, если он тебя и немножечко зацепил, но это было в шутку. Рыбу он сначала обжаривает, просто обжаривает на сковороде. Так, и потом уже после того, как она, знаете, как немножечко подрумянится рыбка, корочкой покроется, потом ее будет надо уже туда, в этот соус. Парам хочет, чтобы я попробовала. Ну подожди, сейчас. Да, очень вкусно. Может быть, еще немножко кисленько. I think maybe little some lemon juice. Что-то вот мне не хватает, немножечко кислоты. Я бы еще добавила кислоты. Долгожданный момент. Отправляется рыба в карри. Теперь это уже точно фиш-карри. Насим еще чуть-чуть отделил, пока еще без рыбы было, для Парама. У нас сегодня понедельник, и Парам вегетарианец, поэтому он будет есть просто карри с рисом. Тоже. Я, честно говоря, даже и без рыбы с удовольствием тоже просто с рисом такое могу съесть. Ой, господи, Хусен стесняется, надел маску. А тем временем, ребята, наш Хусен замешивает тесто на чапати. Здесь у нас мука грубого помола, атта называется, вода и растительное масло. Соль, вот, Артур подскажет, что обязательно еще соль добавить. Так, друзья, и сейчас наш профессионал будет готовить коронные свои чапати. Да, Артур? Так, ну и в конце, ой, я еще даже фартук не сняла, просто так не терпится уже попрощаться и кушать. Ну, в общем, в конце, как положено, снимаю пробу на камеру. Значит, берем рис, обмакиваем его, этот рис, в карри. Ну, цвет, да, видите, такой. Я думаю, что те, кто не пробовали никогда индийскую кухню и не знают, насколько это вкусно, у вас, конечно, ассоциации не самые приятные. Но на самом деле, друзья, это очень вкусно. И тот, кто это когда-то пробовал, меня сейчас поддержит. Так, ача. Вот ача. Очень-очень вкусно. Очень вкусно, друзья. Обязательно попробуйте.
И напишите, пожалуйста, в комментариях, какие вы еще хотите рецепты. Я обязательно вместе с Насимом сниму видео и расскажу вам рецепты каких-то еще очень вкусных индийских блюд. Ну все, на сегодня все. До свидания, до новых скорых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.